Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Я выпустил уже достаточно много роликов о фильмах 2019 года и продолжу это делать. Однако давайте одним глазком взглянем, что же нас ждет в 2020. Я постарался выбрать для вас двадцатку самых ожидаемых фильмов будущего года. Это не последний ролик на эту тему, так что не забудьте подписаться на канал. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые видосики. А также посматривайте в описании, там я размещу ссылки на подробные обзоры фильмов из топа. Погнали! Начнем с сиквела «Тихого места». Этот фильм наделал много шума в прошлом году, окупился с лихвой, и студия решила, пока железо горячо, нужно выпускать продолжение. Джон Красинский, режиссер и сценарист первой части, намекнул, что в сиквеле события могут быть сосредоточены вокруг иной группы выживших, поэтому неизвестно, вернется ли к своим ролям актерский состав оригинала. Он также добавил, что продолжение будет отличаться от первой ленты и намеренно гораздо больше вникать именно в историю происхождения монстров. G.I. Joe Бросок Кобры 3. Несмотря на то, что картины этой серии никогда не были сверхуспешными, студия упрямо разрабатывает фильмы во вселенной G.I. Joe. К примеру, помимо этой ленты, в разработке также находится спин-офф о Снэк Айсе. Более того, из-за нахождения во вселенной Дуэйна Джонсона, который в последнее время стал признаком хороших кассовых сборов, какое-то время Paramount даже рассматривали возможность кроссовера G.I. Joe и Трансформеров. В общем, новое смертельное оружие и новые подвиги любимых героев. G.I. Joe возвращаются. Долгое время ходили слухи, что 007 Спектр станет последней частью Бондианы с Дэниелом Крейгом в главной роли. Но не тут-то было. Видимо, студия хочет выжать все соки из данной истории и готовит новую часть под названием Бонд 25, которая станет уже пятой для Крейга. Изначально лента анонсировалась на 2019, однако из-за разногласий Крейга с режиссером Дэнни Бойлом фильм лишился постановщика. Второй хотел пригласить на роль русского антагониста польского актера, что не устраивало Крейга, чье одобрение должны получить все важные кастинговые решения. Крупнобюджетная экранизация бестселлера «Поступ хаоса» отправляется на большие экраны. Это история о Тодде Хьюите, мальчике, живущем на колонизированной планете без женщин. Земляне выиграли войну с местными существами, спеками, однако заразились вирусом шума и теперь сходят с ума, слыша мысли всех живых существ. Сбежав из города вместе со своим говорящим псом Манчи, тот встречает девушку Виолу, только что прибывшую с Земли на разведывательном корабле. Он узнает, что женщины не слышат шум, но это не единственное откровение, о котором ему предстоит узнать. Знакомьтесь, на фото Рэй Гаррисон в исполнении Вина Дизеля. В скором будущем специальные наноботы превратят его в бессмертного суперсолдата. И если вы еще не поняли, речь идет о Бладшоте. Это экранизация фантастического комикса от Valiant, в котором рассказывается о смертельно раненом солдате, которого удается спасти с помощью нанотехнологий. Машины делают его фактически бессмертным и превращают в суперсолдата с бледной кожей и красными глазами. И вот одна из новых задач Бладшота – собрать отряд из людей с суперспособностями. Ну и раз уж мы заговорили о комиксах, я подготовил для вас, как по мне, 4 наиболее ожидаемых фильма по комиксам Marvel и 4 по комиксам DC. Начнем с первого, Venom 2. У кого-то были сомнения, что выйдет сиквел? Лично у меня нет. Уже известно, что Том Харди вернется к роли полюбившегося антигероя, как и Мишель Уильямс в роли Энн Вейнг. Ну и, конечно же, сцена после титров намекает на Вуди Харрельсона в роли Карнажа. А я в свою очередь напомню, что хоть Веном и базируется на комиксах Marvel, принадлежит он, как и Человек-паук, студии Sony, которая строит вокруг них свою собственную вселенную. Я к тому, что вторым фильмом в этой вселенной Marvel от Sony станет Мобиус Живой вампир, образ которого воплотит Джаред Лето. Помимо него одну из ключевых ролей сыграет Мэтт Смит, а также Адриана Архона в роли возлюбленной Морбиуса. Фильм расскажет о биохимике Майкле Морбиусе, который с детства страдал от редкого заболевания крови и всю свою жизнь посвятил поискам лекарства. Очередная попытка с использованием крови летучей мыши приводит к тому, что он превращается в кровожадного монстра, в новый вид вампира.
Далее поговорим уже конкретно о киновселенной Marvel, и первым фильмом является сольник про Черную Вдову. Фанаты уже долго ждут отдельный фильм об этой героине, образ которой Йоханссон воплотила уже 6, скоро 7 раз. Если верить слухам, проект в целом будет представлять из собой остросюжетный боевик в духе другой войны, действие которого разворачивается в 90-е годы, рассказывая о том, как молодая шпионка оказалась в организации «Щит». Если это так, фильм грозится стать довольно мрачной историей, чего мы обычно не видим от Marvel, а некоторые даже поговаривают о рейтинге R. А вот следующий фильм от Marvel, если вы думаете, что это Стражи Галактики 3, это не так. После ухода Джеймса Ганна разработка ленты приостановлена. Нет, следующий фильм – это Вечные. Речь идет о расе суперлюдей, которые появились на свет 5 миллионов лет назад. Отойдя на задний план, они влияли на развитие человеческой цивилизации и стали чем-то вроде богов для обычных людей. По слухам, лента станет приквелом во вселенной, отнеся нас, возможно, даже на миллионы лет назад, сделав четвертую фазу киновселенной Marvel более космической и более масштабной. Ну а поскольку Танос также принадлежит к расе Вечных, возможно, впервые отсылки к ним мы увидим уже в четвертых Мстителях. Ну что ж, пора поговорить о фильмах от DC Comics, и для начала мы рассмотрим картину «Хищные птицы». Эта лента пришла на смену отряда самоубийц, которые были смещены на 2021. Кстати, постановщиком картины может стать все тот же Джеймс Ганн. Плюс поговаривают, что отряд и вовсе могут перезапустить, но сейчас не об этом. «Хищные птицы» — это история нескольких супергероинь, которые собираются в команду для борьбы с преступностью. В данном случае центральным персонажем станет Харли Квинн, вместе с которой на экранах появится Черная Канарейка, Охотница, Рене Монтойя и Кассандра Кейн. Вместе они выступят против криминального босса и бэтменовского злодея Черная Маска. «Корпус зеленых фонарей» — это без сомнения один из самых ожидаемых фильмов по комиксам, ведь несмотря на провал «Зеленого фонаря» 2011-го, персонажи этой серии одни из самых интересных столпов издательства DC. По сюжету однажды судьба сводит друг с другом двух членов корпуса родом с Земли — Хэла Джордана и Джона Стюарта. Вместе им предстоит откинуть разногласия, чтобы остановить корпус Синистра во главе с бывшим зеленым фонарем Таалом Синистра. Они обладают желтыми кольцами силы и мечтают уничтожить корпус зеленых фонарей. Сиквел «Чудо-женщины» также не вызывает никакого удивления. Вторая часть поведает нам о неком успешном бизнесмене-лорде, который ищет по всему миру магические артефакты, дабы заполучить безграничное могущество. В поисках ему помогает специалист по древностям Барбара Миневра. Так, в руки Миневры попадает некий артефакт, который превращает ее в дикую и неуправляемую женщину-кошку Гепарду. Вне себя от ярости она начинает охоту за лордом. Желая спастись от нее, лорд обращается за помощью к Диане, предлагая в обмен на защиту артефакт, способный воскресить Стива Тревора. Последний фильм от DC – это сольник про Флэша. Хотели бы услышать многие фанаты, однако появится на экранах лента не раньше 2021-го. Нет, все-таки это сольник про Киборга. Однако тут стоит уточнить, что хоть фильм официально и назначен на 2020, его выход в широкий прокат находится под вопросом. Всему виной провал все той же Лиги Справедливости. Более того, стало известно, что за Беном Аффлеком и Генри Кавиллом уже не числятся образы Бэтмена и Супермена. Ходят слухи, что студия и вовсе собирается мягко перезагрузить вселенную, а значит, под вопросом находится не только сольник о Киборге, а также много других проектов. Ну что ж, осталось 7 крутых фильмов, и первый из них спустя годы задержек – «Плохие парни 3». По сюжету третьей части Бёрнетт рассорился с напарником, оставил службу полиции Майами и занялся частной сыскной деятельностью. Лоури тем временем переживает кризис среднего возраста и подумывает завязать с холостяцким образом жизни. Однако плохим парням приходится вновь объединиться, когда за ними начинает охоту албанский наемник, желающий отомстить за смерть своего брата. Стоит отметить, что в случае успеха картины студия готова запустить в разработку и четвертую часть. В 2020-м Ньют Саламандер вернется на большие экраны в третьей части «Фантастических тварей». Несмотря на то, что вторая лента была принята довольно прохладно, студия и не думает сбрасывать обороты. У третьего фильма, конечно, будет непростая задача не только вернуть веру во франшизу, но и ответить на ряд накопившихся вопросов. Бесспорно, франшиза амбициозна и имеет потенциал. К примеру, известно, что события каждого нового фильма будут разворачиваться в новом городе. На этот раз, по слухам,
в Рио-де-Жанейро. В свою очередь напомню, что всего планируют выпустить 5 частей. В следующем году к нам вернется и история о рогатой волшебнице Малефисенте. В сиквеле события развернутся спустя несколько лет после оригинальной истории и продолжат исследовать отношения между рогатой феей и принцессой Авророй. Они вновь объединят усилия, чтобы защитить волшебных обитателей леса от новой напасти. Помимо все тех же Джоли и Фаннинг, к ленте также примкнули Мишель Пфайффер в роли королевы Ингрид, молодой актер Харрис Диккинсон в роли принца Филиппа и Эд Скрейн, которому в последнее время достаются образы одних злодеев. Ждем! Разумеется, среди самых ожидаемых фильмов года не могла не оказаться 9-я часть «Форсажа». Вокруг актерского состава ленты ходит много слухов. К примеру, Тайрис Гибсон запостил изображение с участием Мэтта Дэймона, намекая на его возможное появление. Также в картине может появиться наш старый знакомый Лукас Блэк, однако в ней точно не появится Дуэйн Джонсон. При этом он может вернуться в 10-й части, которая, по слухам, должна завершить основную историю, после чего студия сосредоточится на спин-оффах, один из которых уже известно будет построен вокруг женских персонажей франшизы. Киновселенная Марвел наконец-таки дала передышку Роберту Дауни-младшему, и он начал сниматься хоть где-то еще. Недавно завершились съемки «Путешествия доктора Дулиттла», где Дауни сыграл ветеринара, разговаривающего с животными. И вот, наконец, он может приступить к 3-й части Шерлока Холмса. Помимо Дауни, к своим ролям также вернутся Джуд Лоу и Рэйчел МакАдамс. Режиссером же ленты остается все тот же Гай Ричи. По слухам, действие сиквела развернется спустя 9 лет после событий второго фильма, воссоединив культовых героев после долгого расставания. Долгожданный кроссовер двух легендарных монстров кинематографа наконец доберется до больших экранов. Миру суждено стать свидетелем битвы, которая решит, кто станет королем всех монстров – Годзилла против Конга. Согласно официальному синопсису, именно человечество стало виной того, что Годзилла и Конг вынуждены сойтись в неровной схватке. Отслеживающая жизнь монстров на Земле организация Монарх отправляет экспедицию в неизведанные земли в надежде раскрыть тайну происхождения титанов. Но кроме Монарха есть и другие люди, которые планируют уничтожить всех монстров, и плохих, и хороших. Понятное дело, первое место в топе за 2-й частью Аватара. Ленту уже неоднократно переносили, однако недавно Кэмерон сообщил, что основной актерский состав завершил съемки в сиквелах, а значит 2020 возможно таки станет окончательной датой. Сюжет повествует о все том же Джейке Салли, который после принятия образа Аватара становится лидером народа Нави и готов во что бы то ни стало защищать новых друзей от корыстных землян. Теперь ему есть за кого бороться с Джейком, его возлюбленной Нейтири, а если верить слухам, у них уже будут дети. И когда на Пандору возвращаются земляне, Джейк готов защищать свою новую семью. Ну что ж, надеюсь, вам понравилось видео. Подписывайтесь, ставьте лайк, пишите интересные мысли в комментариях. Мир вам и всего доброго!